к 2003 году игр по мотивам комиксов уже хватало, но в подавляющем большинстве случаев это были супергеройские истории от Marvel или DC. В 2003 же Ubisoft издала игру по бельгийскому комиксу, которая с применением цел-шейдинга и комиксовых ставок во время игры очень хорошо передавала дух бумажного первоисточника, при этом не чуралась жестокости в кадре, что тогда, если и не было в диковинку, но определенно встречалось редко. И эта история про спецагента 13-го. 13-й, как мне кажется, прекрасный образчик игр выше среднего. По крайней мере, такими игры такого толка и должны быть. Разнообразие ситуаций и локаций есть. Разбавление базового геймплея вставками со стелсом, поиском вещей и взаимодействие с окружающим миром тоже имеется. Главные механики игры неплохо сбиты, а явных багов не замечается на каждом углу. Тоже пожалуйста. Еще и запоминающийся графический стиль имеется. Не шедевр, но все же очень хорошая игра. Шутер, который местами захватывающий, а местами слегка скучноватый на мой субъективный вкус, получился хорошей и крепкой игрой, которую игроки не против увидеть вновь. Поэтому вскоре нас ждет ремейк на всех актуальных платформах. Тогда, в 2003 году, 13-й тоже вышел на всех актуальных игровых платформах, кроме портативок. Поэтому, если вы не можете дождаться ремейка и хотите пройтись по злоключениям 13-го уже сейчас, то у вас будет выбор из 4 платформ. Это ПК, Xbox, PlayStation 2 и GameCube. Я же попробую помочь вам с выбором. Если вы не против клавиатуры и мыши, то вы в самом лучшем положении. Поэтому с ПК обозначим ситуацию сразу. Там лучшая детализация моделей, самое высокое разрешение текстур и разрешение рендеринга. При этом игра запускается на современных ОС, есть официальные и неофициальные патчи, и при наличии рук и желания можно даже получить широкоформатное изображение и регулировать угол обзора. Поэтому с ПК-версией в данном случае все просто и легко. Она однозначно лучшая. Если же вы хотите ознакомиться с тайной убийства президента на консолях, то тут уже есть нюансы. На всех 3 платформах игра работает при разрешении 640 на 480. Но если для Xbox это полный кадр при прогрессивной развертке, то для PlayStation 2 и GameCube это лишь черестрочная развертка. Далее в глаза бросается разница в частоте кадров. PlayStation 2 и GameCube работают с локом в 30 кадров в секунду, тогда как фреймрейт на Xbox разблокирован и стремится к 60. Но при этом у всех 3 платформ есть огрехи с производительностью. У самой мощной консоли 6-го поколения, Xbox, основная часть геймплея проходит где-то между 45 и 50 кадрами в секунду на открытых пространствах при перестрелках. И 50-60 кадров в секунду при простых прогулках или при боях в маленьких закрытых помещениях. Но в отдельных случаях счетчик кадров может упасть до 30, если GPU консоли сильно нагрузить, например, эффектом дыма на весь экран. Да, это заметно без анализа, это порой неприятно, но проблем это не вызывает. PlayStation 2 и GameCube оба ограничены 30 кадрами в секунду, и оба не удерживают эту цифру 100% времени. Но частота падений и насколько сильно опускается значение счетчика, в этом разница между платформами. На PlayStation есть отдельные локации, где положение особенно шаткое, особенно это заметно в снежных локациях. Тем не менее, примерно половину игрового времени количество кадров в секунду мало отличается от 30. Падения случаются на каждом из уровней, они заметны, но в целом игра ощущается хорошо и средняя частота кадров сильно выше, чем, например, у того же Shadow of the Colossus. У GameCube ситуация несколько лучше. Лимит кадров также установлен на 30 кадров в секунду, также происходят падения, но они встречаются реже и не такие сильные, как у консоли от Sony. Из-за этого управление ощущается немного более отзывчивым. Хотя, пока я не запускал 13 на GameCube сразу же после PlayStation, разницы этой я не замечал. Насколько отличается производительность в геймплее, настолько отличается и скорость загрузки между платформами. Консоль Xbox самая быстрая, PlayStation 2 самая медленная, и GameCube где-то между ними. И на самом деле это, пожалуй, самое крупное отличие консольных версий игры. Количество геометрии на картах одинаковое, уровни нигде не разделены на более мелкие куски. Есть небольшое отличие в ряде полноэкранных эффектов, но таких наберется 3-4 штуки на всю игру. На PlayStation 2 иначе выглядит текстура ключа в начале игры и еще пара других текстур.
Баг это версия для консоли от Sony или нет, не знаю, но если о таком заранее не знать, то и не будешь замечать. Зато хорошо заметна текстура на этой модели NPC версии для GameCube. 99% текстур у PlayStation 2 и GameCube версии одинаковые, но некоторые представлены в крайне низком разрешении. Замечал я их только на объектах, которые встречаются в единичных случаях в игре и занимают 5-10 секунд экранного времени. Как, например, эта девушка-спасатель. Никогда больше за всю игру вы ее не увидите. Также на консолях от Nintendo видеовставки представлены с более низким битрейтом. И ролики, и текстуры маловажных объектов – просто попытка сэкономить место и уместиться на носителе формата mini-DVD. Внезапно, но отличается загрузочный экран. На всех платформах загрузка сопровождается стильной анимацией выстрелов. На всех, кроме GameCube. Там это скучнейшая полоска прогресс-бара. Да, это тоже мелочь, и если этого никогда не было, то подмены и не замечаешь. Но поиграв на остальных платформах и пересев на GameCube, эти мелочи сразу замечаешь, потому что они тебе нравились. И это вся разница, замеченная мной. Да, где-то есть еще мелочи. Немного другой шрифт текста, в другом месте расположены подсказки кнопок. Но это настолько несущественные мелочи, что вы не будете обращать на них никакого внимания. Версии на всех платформах достаточно хороши, чтобы чувствовать, что вы играете в хорошую игру. Так что же получается, какую версию лучше выбрать для прохождения? На самом деле, с любой из них вы не будете чувствовать себя обделенным и получите полный опыт, которым только может предоставить вам эта игра. Версия для Windows – безоговорочный фаворит. Следом идет версия для Xbox. А вот версии для PlayStation 2 и GameCube я бы расположил вместе на третье место. Да, у GameCube стабильнее производительность, лучше некоторые эффекты и загрузок следующего уровня нужно ждать значительно меньшее время. Но PlayStation версия не так-то сильно отличается, а за измененный экран загрузки мне обидно. Хотя и управление на GameCube показалось мне более отзывчивым и удобным, это может оказаться просто субъективным восприятием. Подводя итог, скажу: играйте там, где вам хочется. 13 оказался хорошей игрой на всех платформах. Что ж, позже увидим, что произойдет с ремейком. Don't tell me she's taking off without me.